Значит, это комментарий к вопросу уравнения Шрёдингера, стационарное уравнение Шрёдингера и предельный переход от квантовой механики к классической. Ну вот хорошо известно, что полное, так называемое полное уравнение Шрёдингера всегда имеет вот такой вид. При этом совершенно безразлично, что за система была. В этой системе нужно будет определить полную потенциальную энергию и полную кинетическую энергию. В классическом смысле. То есть квантовое уравнение не может быть написано без классического представления о системе. И вот это уравнение выглядит так. И мнимая единица, h рационализованная постоянная планка, это частная производная от волновой функции. И это уравнение, которое вы видите, с правой части стоит действие оператора Гамильтона на волновую функцию. При этом предполагается, что волновая функция является функцией, зависящей от координат, я одной буквой ее обозначу, от переменных времени и, конечно, от переменных состояния, которые в явном виде тут нигде не указываются. Состояние. Ну, структура этого уравнения частных производных вот такая, как вы видите. Оператор Гамильтона, значит, он всегда имеет вот такое выражение. Зная оператор кинетической потенциальной энергии, зная, как импульс переписать через оператор импульса в координатном представлении, зная, как координату переписать в координатном представлении, то есть умножить на координату. А это есть минус IH на d по dx. Оператор проекции импульса на ось x. Это одномерный случай здесь нарисован. Ну, для справки, постоянная планка вот тут вам приведена. Значит, принимает в разных системах единиц измерения разные значения. Оператор кинетической энергии, ну, для одной частицы, конечно, вы понимаете, кинетическая энергия v квадрат пополам. Если массу на скорость обозначить через импульс, то это же выражение будет p квадрат на 2m. В одномерном случае вот этот оператор сюда подставляете, квадрат. Оператор такой. Если много частиц, значит по всем частицам надо сосчитать эту потенциальную энергию. Для примера, одномерное уравнение Шрёдингера вот перед вами. Уравнение в частных производных. Все зависит от того, что вот это за функция. Что это за функция? Например, если речь идет о, значит, вот пружине массы m, которая висит на пружинке жесткости k, то тогда потенциальная функция равняется минус kx квадрат пополам. Kx квадрат пополам. Во всех остальных случаях как-то будет по-своему, но свою систему надо написать, будет соответствующее уравнение. Теперь вот случай, который специальный, частный случай, это общее уравнение, которое называется стационарное уравнение Шрёдингера. Этот случай возникает только тогда, когда оператор Гамильтона не зависит явно от времени. Если там буквы Т время нет, то значит оператор Гамильтона явно от времени зависит. Что в этом случае возникает? Можно, используя метод разделения переменных Фурье, разделить переменные, отделить переменные пространственные от временных. Как это делается? Ну вот пытаемся искать решение в таком виде. Произведение функции от времени на функцию от координат. Ну, буква X тут обозначена именно все считайте координаты. Это никакой роли не играет. Подставляем эту функцию в это уравнение, в исходное уравнение. Подставляем. Ну, производная по времени с левой стороны, даже только производную от большой буквы Т. А так как Т, оператор Гамильтона, на время не зависит, то этот оператор линейный, поэтому, конечно, эту Т большую можно вынести за оператор. Поэтому останется только вот такая часть после того, когда вы подставите в это уравнение. Если разделить теперь на xt, как требуется по методу разделения переменных Фурье, ну, получится, вот у вас там сократятся где-то t, где-то x сократятся, так? Значит, получится вот такое соотношение. Что из него следует? Из него следует, что либо вот эта константа e, либо вот эта константа e. Вот вторая часть. Ну, когда это может быть? Когда и то, и другое является какой-то постоянной величиной. Вот здесь обозначена буква Е. Сейчас можно не обращать внимания, что на самом деле это энергия системы. Константа и константа. Вот разделились переменные. Вот первое уравнение, которое относится вот к этому соотношению, что
производная по времени равна Е. Это уравнение, уравнение в полных производных с разделяющимися переменными. Нет проще уравнений, решение которого, конечно, выглядит вот так, как вы видите. Что это означает? Это означает, что вторую-то часть как записать? Ну, на х умножь слева от оператора, значит, получится вот это вот уравнение. Вот. Вот и все. Значит, следовательно, в этом стационарном, в частном случае, когда оператор не зависит от времени, всегда волновая функция есть функция произведения от координат умножить на вот такой стационарный множитель. Часто вас спрашивают, зависит волновая функция стационарного состояния от времени? Да, зависит. Вот таким вот образом. А как выглядит уравнение, которое в этом случае нужно решать? Мы же теперь решаем не вот это уравнение, а уравнение вот это вот, которое называется стационарное уравнение Шрёдингера. То есть найти собственные функции и собственные значения оператора Гамильтона. Поэтому тут и видно, что константа это Е, это энергия, так как это собственное число оператора энергии. Вот все. Ну, например, как записать двумерное уравнение Шрёдингера? Тут эта функция от x, y, значит, движение по оси x, по оси y есть, какая-то функция взаимодействия есть. Общее уравнение вот такое. Общее. А стационарное, значит, вот это то, что стоит в квадратных скобках, действует на функцию, которая зависит только от переменных x, y, равно e. Функцию большую я напишу от x, y. Ну вот это для справки двумерное. Конечно, стало более сложное уравнение. В частных производных увеличилось количество переменных. Разделение переменных, конечно, намного более сложнее, чем в одномерном случае. Но факт остается фактом. Нам ничего деваться нельзя никуда. Мы должны ориентироваться на это уровень. Трехмерные случаи. Ну все то же самое. Просто обобщение уже с учетом того, что мы рассматриваем не одномерные случаи, так сказать, модельную какую-то картинку, грубо говоря, а более-менее реальное движение частицы. Значит, уравнение, полное пока уравнение, выглядит вот так вот, как вы видите. Полное. Опять, если хотите написать, если вдруг окажется, что вот эта часть не зависит от времени, значит, нужно найти только вот эту часть решения уравнения Е равно, можно писать пси, то есть потому что экспонента сократится. Вот это уравнение будет стационарное. А при этом уже мы забыли про него, что это стационарный множитель такой, как и есть. Теперь вот самый важный, может быть, вопрос, который связан с квантовой механикой. Что квантовая механика не отвергла классическую механику. Она целиком на нее опирается, во-первых. Без классической механики уравнение квантовой механики не построить. А с другой стороны, можно показать, что уравнение классической механики является частным случаем уравнения квантовой теории. И этот частный случай указывается, когда он будет работать, а когда он, значит, достаточен для того, чтобы применять эту классическую теорию. 300 лет использовали классическую теорию почти. Конечно, зачем мы будем все целиком, оказывается, пересматривать? Квантовая теория возникла совсем для других, грубо говоря, задач. Не для описания поездов, движения самолетов, ракет и так далее, а для более объектов, которые получили наименование объекты микромира. Значит, спрашивается, как сделать, как показать, что квантовая теория содержит в себе классическую теорию. Сделаем замену функции. Вместо волновой функции будем искать уравнение вот для такой функции. То, что она обозначена буквой S, тут никакой роли не играет. Хотя видно, что вот эта размерность функции, вот этой S, которая тут названа, имеет размерность функции постоянной Планка, а это энергия на время. Энергия на время. В классической механике известна классическая функция действия, как интеграл по времени, от начального момента времени, там какой-то до второго, до конечного момента времени, функции Лагранжа проинтегрированы по времени. Ну, то есть утверждается такой принцип, что вот системы реализуются таким образом, что у них всегда реализуется минимум классического действия. Ну, то есть вот система движется по одной траектории, по другой траектории, по третьей траектории. Так вот, есть траектория, в которой вот эта вот функция, которая является интегралом от функции Лагранжа. Функция Лагранжа – кинетическая энергия минус потенциальная энергия. Минимальная
Вот это вот, минимально. И тогда это будет уравнение классической механики. Так вот, если мы это делаем, эту замену переменных, то после элементарных преобразований, которые следующей картинкой покажу эти преобразования, чтобы здесь не путаться в этих вычислении производных, уравнение для этой функции, вот это s, будет иметь вот такой вид, вот, который вы тут для себя видите. Что обведено вот в эту рамку? Вот в эту рамку обведено уравнение, если бы вы писали бы уравнение для классической функции действия. Вот если бы это была классическая функция действия, то тогда вот это было бы уравнение, которое называется уравнением Гамильтона-Якоби. Но по сути дела это уравнение Ньютона, просто переписанное через другую функцию. Вот. Точно так же, как уравнение Ньютона можно переписать через функцию Лагранжа, через функцию Гамильтониан, Гамильтоновой функции. Ну вот в этом смысле вот видно, посмотрите, что получилось. Получилось очень похоже на классическую часть. При этом Кэла можно убрать, это не принципиально. Плюс нечто. Плюс нечто. Спрашивается, когда вот это нечто дополнительное можно убрать? Когда оно не играет роли? Ну, сравнить надо, скажем, слагаемые, которые тут могут быть, и определять условия. При каких условиях вот эта часть может быть опущена? Спрашивается. Требуется достаточно последовательное, так сказать, рассмотрение этого вопроса. Сейчас это, опять же, не принципиально. Главное, следующий вывод, так сказать, вам запомнить, что вот это слагаемое последнее можно не учитывать, то есть пользоваться классической теорией целиком. В одном не в одном, а в случае, если вот классическое действие или просто действие системы много больше, чем постоянная планка, то все, пожалуйста, используйте классическую теорию. Если вдруг окажется, что действие порядка постоянная планка, нельзя использовать классическую теорию. Нельзя. Нужно использовать вот эту квантовую теорию. В этом смысле вот эта фундаментальная константа разделила мир на макроскопические объекты. Макроскопические. Это вот объекты, которые вот этому уравнению удовлетворяют. Вот, макроскопические. И микроскопические. Если действия много, ну, или порядка, постоянная планка, так, то это микроскопические объекты. Такими объектами что является? Ну, атомы, молекулы, там, какие частицы элементарные. Конечно, не каждый день вы с ними работаете и встречаетесь. Но квантовая теория такая. Тем более, что чему вы квантовую теорию-то изучаете? В конце концов, люди стараются построить квантовый компьютер. Для чего это? Все ниже там у вас будет об этом специально речь идти. Сейчас мы говорим о принципах квантовой теории. Вот на этой картинке, собственно, приведено это преобразование, как это из общего уравнения, вот это получились вот эти вот уравнения на функцию s. Вот было вот это уравнение. В это уравнение вставлена вот эта экспонента, то есть сделана замена функции в этом уравнении. Но чтобы заменять функцию, вот тут у вас будет вторая производная, вот тут первая производная, да? Ну вот первая производная от этой экспонента как выглядит? Вот, значит, ну, экспонента без изменений, производная от показателя экспонента. Вот она. Как вторая производная выглядит? Ну, первую производную от первой производной сосчитайте. Вот будет этот ответ, который перед вами тут. Все собираем вместе, подставляем. Видно, что во всех случаях есть вот эта экспонента, которая в ноль не обращается. Вот. И, следовательно, ее без всякого труда можно сократить все на самом деле всех слагаемых. И вы получаете уравнение. Вот оно. Вот это уравнение. Вот это классическая часть, а это квантовая часть. Вот исходно вот это уравнение точное. Это все то же самое, как уравнение Шрёдингера, только переписанное для другой функции. И вот все нам теперь понятно. Каким образом нужно использовать квантовую теорию. Для микроскопических систем использовать, для макроскопических систем забыть. Ну и все. Это вот комментарий к этой части, которую там я должен был бы выполнить, но вот по какой-то причине.